Героиня нашей новой истории проекта «Однажды в Нью-Йорке» сама была поэтом. В Москве до сих пор помнят поэтические выступления Алии Азамат, но здесь, на другом берегу, у нее появилось другое имя и сложилась другая карьера. Доброе утро. Холодный город награждает болезнью легочной. Минус 10. Удобный повод заблудиться под сенью облачной. Доброе утро. Холодный город мокрым ветром лезет за ворот. Тем, кто жив, и тому, кто молод. Этот город до боли дорог. Я писала стихи в Москве, имела какую-то поэтическую карьеру. Многие меня называли Маяковским в сарафане. Мало прочесть стих, его нужно прожить, его нужно испить. У меня были концерты, фанаты, огромное количество людей фоловило меня во всех соцсетях. Плюс это был 2014-2013 год, эра интернета. Меня называли голосом of my generation and everything. Но на самом деле из вот этих поклонников и читателей раз в 5, наверное, в комментариях возникали люди типа: «Ты че узкоглазая, куда лезешь? А езжай в свой Чуркистан обратно». Это мое место силы в Нью-Йорке, Уолл-стрит, даунтаун. В какой-то момент хочется прийти сюда, набраться этой энергетики, этой эклектики, совершенно какого-то драйва, людей очень богатых, выходящих из зданий, и сразу же здесь лежащие бездомные. И вот весь вот этот микс для меня это очень какая-то интересная картинка настоящего мира в 21 веке. Вот если в Москве тебе постоянно напоминали о том, что ты арендатор языка, да, и вот откуда ты приехал, то в Нью-Йорке кто-то спросит: «О, какое у тебя интересное имя, откуда ты?» Да? То есть нет вот этого агрессии по поводу того, что ты не титульная нация, а что ты делаешь. В Нью-Йорке каждый второй говорит с акцентом, каждый второй откуда-то приехал. И поэтому для меня вот эта рана не болит. И когда я переехала, мне было 18 лет. Ну что? Ну ты творческий человек. А чем зарабатывать деньги? Люди слово «там» потом не находят себя здесь. Я не хотела такого же опыта. И мне нужно было отречься от русского языка сначала для того, чтобы полностью впитать в себя английский, потому что я пишу на английском языке, я продаю сценарии на английском языке. Но когда я начала это делать, я поняла, что это очень техническая вещь. И научиться этому можно вот так. Что я делаю на площадке? Я являюсь единственным представителем постпродакшена. Я работаю очень близко с режиссером и оператором и надзираю над всеми остальными департаментами, как костюмер, дизайнер, мейкап. То есть я должна знать, что режиссер хочет сказать, и сделать так, чтобы на площадке мы это сняли. Это называется скрипт-супервайзер. Okay. Wait. Action. Фильм-индустрия, она настолько маленькая, особенно в Нью-Йорке, все знают всех. И если у тебя хорошая рабочая этика, и если ты профессионал, ты не опаздываешь, ты всегда на связи, ты выполняешь свою работу хорошо, работа будет так. Я работаю каждый день. Я выросла в России, родившись в Узбекистане, и для меня вот этот подход, постоянно нужно быть на 2 головы выше других, чтобы никто не мог придраться к тебе. И вот это, я думаю, мое состояние, которое я перенесла из России с собой здесь, и которое мне очень помогает, в карьере особенно. Я ощущаю себя совершенно счастливым человеком. Для меня это был поворот на 180 градусов, переезд сюда. И поворот в лучшую сторону. Мне нужно было за шкирку себя вытащить и спасать из этого. Из Москвы, из поэзии тоже в каком-то смысле. Я очень слабо себе представляю себя сидящей и пишущей стихи сейчас. Вся моя поэзия шла из вот этого какого-то на острие
на нервах, московском каком-то своем состоянии внутреннем, которое, когда я переехала сюда, абсолютно меня отпустило. Мне говорят, в глазах океан любви. Мне говорят, красивое, все такое, что для меня я счастлива просто. И новое. Каждый день открываю море.